глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вы, кажется, тут видели ее схематичное изображение в ролике до нашей программы, выступила и рассказала про грядущий 19-й пакет. Давайте мы соответствующую цитатку зачитаем. Порадуемся за Урсулу фон дер Ляйен по мере возможности. Мы запрещаем импорт российского СПГ на европейские рынки. Пришло время перекрыть кран. Мы к этому готовы. Мы, как никогда раньше, экономили энергию, диверсифицировали поставки и инвестировали в низкоуглеродные источники энергии. Сегодня эти усилия приносят свои плоды. Мне вот каждый раз, когда я это слышу, мне интересно, кто такие мы? Вот мы это кто? Вообще мне вот плагиат не нравится. Перекрыть кран. Прямая цитата из господина Порошенко. Прикрути. Ну, с кем поведешься? Я бы на его месте, конечно, в суд подал. Нельзя вот так. Мне кажется, по правам человека. Или по этим... Так, ладно. Не будем Ильфа и Петрова цитировать. Хотя Ильф и Петров здесь просто напрашиваются, когда мы говорим про Порошенко и про Урсулу фон дер Ляйен. Так вот. Мне, кстати, в Ильфе и Петрове очень нравилось, как они умудрялись придумывать фамилии. Вот сейчас про Порошенко заговорили. Мне совершенно... Не знаю, почему в голову всплыл гражданин Отверстиев. Не знаю, как что связано у меня в голове. Ай. Давайте, что происходит с импортом СПГ в Европе, посмотрим. А вы пока думайте вот над тем, над чем предложил подумать Борис Леонидович. Ужасающе. Ужас, я согласен. Я согласен, это кошмар. Это общий импорт. Это общий импорт, но при этом импорт конкретно СПГ в Европе растет. То есть, если мы посмотрели бы показатели только по сжиженному природному газу, мы бы увидели, что сжиженный природный газ в рекордных объемах потребляется на территории Европейского Союза, но мы сейчас смотреть не будем, я вам просто так вот скажу. Кстати, постоянный читатель моего телеграм-канала «Нефтегазовая игра», кстати, на Бориса Леонидовича, Борис Марцинкевич, тоже можно подписаться. Так вот, они уже в курсе всей этой статистики, а теперь уважаемым зрителям я ее озвучу. А именно, за первые 8 месяцев Евросоюз импортировал 88,8 миллиарда кубических метров СПГ. Ну, это в пересчете на регазифицированный объем. Российский газ в этом объеме занял примерно 15%. То есть это было 13,5 миллиардов кубических метров. И еще раз обратите внимание, общий объем импорта низкий, очень низкий. Да, он выше, чем в 2023-2024 годах, но это не то достижение, которым надо хвастаться, хотя это сыграет свою роль в нашем дальнейшем повествовании. Так вот, для сравнения, по турецкому потоку за первые 8 месяцев в страны Европейского Союза было поставлено 11,6 миллиарда кубических метров. Тут 13,5 миллиардов в виде СПГ. То есть они собираются отказаться от примерно, если в годовом объеме посчитать, 22-25 миллиардов кубических метров. Притом, когда говорится о том, что, вы знаете, такая неожиданность, в 2026 году собираются запретить импорт российского СПГ, но мы пока не видели документ, было бы неплохо его почитать, пока мы видели только Урсулу фон дер Ляйен, и это плохо. Вот документ — это всегда Мне хорошо. нравятся блондинки. Можно еще Каю Каллас показать. Так, не надо нам показывать Каю Каллас. Блондинки делают любой вечер. Не будем думать, как именно они его делают. Вот просто вот эти персонажи... Вот я предлагаю выбросить их как-то вот так с парохода истории. Вернемся к импорту сжиженного природного газа. Так вот, сжиженный природный газ импортируется, еще раз, почти 89 миллиардов кубов. За год будет импортировано, где-то под 100 миллиардов кубических метров. Из них 20, 22, или 25 при определенном стечении обстоятельств миллиардов кубических метров будет российский газ. Так вот, к чему это, собственно говоря? А это к тому, что отказаться от части СПГ европейцы собирались еще в мае 2025 года. Они отмечали, что в 2026 году не менее 12 миллиардов кубических метров российского газа уйдут с европейского рынка. После 2026 года их не станет. А с 2027 года включительно, точнее, после 2027 года включительно, не будет еще 24, по их подсчетам, миллиардов кубических метров. Итого 36. В общем-то, расчет на открытие новых производственных мощностей в Соединенных Штатах и в Катаре.
И что их удастся привлечь на европейский рынок. Ну нет, ну не только. Они же еще говорят, ну, если вот сейчас еще раз, как там мы готовились сейчас, я прям помню, они готовились. Да. Они прикрутили. Мы, как никогда раньше, экономили... Вот кто эти мы, которые экономили энергию? Ну, это ладно. Диверсифицировали поставки, инвестировали. Ни одного нового поставщика на территории Европейского Союза не появилось с 2022 года. Ни одного. Вообще. Ноль. Да, поставки со стороны Соединенных Штатов выросли, но об этом чуть подробнее я позволю себе сказать после того, как... Поставки СПГ, произведенного в США. Сейчас мы аккуратнее с терминами. Нет, я пока так вброшу. А потом мы процитируем одно издание. Так вот, давайте еще цитатку Еврокомиссии. Кроме того, это о том, как они будут бить в 19-м пакете по энергоресурсам Российской Федерации и доходам от нефти и газа. Мы только что снизили предельную цену на нефть до $47,6. Очень интересно, да. Правда, за баррель имеется. За баррель, конечно. Но они там не стали писать, поэтому так. За баррель. Правда, цена выше, но не будем расстраивать Урсулу фон дер Ляйен. Не надо. Чтобы усилить контроль, мы вводим санкции в отношении еще 118 судов теневого флота. Так и хочется добавить. В общей сложности мы ввели против 560. Это очень не помогло. Ни для чего абсолютно. Но вот сейчас еще 118. И вот все получится. В рамках БРИКС и ШОС формируется собственный нефтеналивной флот. Это хорошо. Молодец, Урсула. А вот сейчас внимание. Крупные компании по торговле энергоресурсами. Роснефть и Газпромнефть. Тут я позволю себе паузу. В оригинале так написано. Газпромнефть. В одно слово. А если они в документах так напишут, мне кажется, где-то в офисе Газпромнефти, который пишется раздельно, и латиницей тоже, будет маленький, не знаю, там праздник, они День дурака, видимо, отметят. Притом вполне конкретного, который вот это вот все озвучивал, стоя в Брюсселе перед камерами. Просто, вы хотя бы, когда санкции вводите, вы хоть узнаете, как называется компания, против которой вы вводите санкции. Грамотеи европейские. Узнаете, это неплохо было бы. Теперь полностью лишены возможности совершать транзакции. Боже мой, за первое полугодие у Роснефти чистая прибыль 250 миллиардов. У Газпромнефти 150 миллиардов. Ай-яй-яй. Наверное, никаких других возможностей, кроме как через Европу, проводить транзакции нету. Или есть? Ой-ой-ой. Пусть работают. Резолюция ШОС исполняется Урсулой фон дер Ляйен. Это хорошо. Молодец. Дисциплинированная блондинка. Да, другие компании также столкнутся с замораживанием активов. Много там у вас компаний? Вы, кстати, почаще кричите о том, что вы будете замораживать активы компаний, которые вам не нравятся. Вот кто-то взял, убрал. Ладно. В общем, массу проблем они обещают, в том числе преследовать компании вплоть до Китая обещают. И отмечают отдельно. За 3 года доходы России от продажи нефти в Европе сократились на 90%. А знаете, почему они не пишут, насколько вообще сократились доходы от продажи нефти? Потому что получится смешно. Окажется, что они остались примерно на том уровне, на котором были, скажем, в 2021 году. Потому что, кроме Европы, может, Европа не в курсе, есть другие рынки. Там Индия, Китай, Турция. Не замершая в тихом уголочке Турция. Такая чик-чирик, мы в домике. В общем, вот так. То, что они угрожают Китаю, это забавно. В принципе, есть одна страна, которая очень порадуется, если вдруг Европа начнет напрыгивать на Китай и вводить против него санкции. Это ладно. Мы тыкать пальцем не будем, хотя это США. Так вот, рынок нефти штормит, там $67 сейчас за баррель примерно. А вот тут я позволю себе, я обещал процитировать. Financial Times 17 сентября нас порадовала. Американские энергетические корпорации ExxonMobil и Chevron намерены расширить свою деятельность в сфере трейдинга СПГ. А для чего? Американские компании Chevron и ExxonMobil хотят догонять каких-то европейцев. Прошу прощения, я заспойлерил, да? Они хотят догнать европейские компании, такие как Shell, BP, Total Energy, про которые мы регулярно в наших эфирах говорим о том, что
Настоящие продавцы американского газа на европейском рынке – это не американские компании. Это Total, это Shell, это BP. Поэтому справедливо ли его называть американским газом? Ну, давайте в который раз объясню. Есть правила работы на американском газовом рынке. Если вы хотите приобрести СПГ, вы шагаете на национальную биржу Henry Hub, приобретаете необходимый вам объем газа в обычном состоянии. Просто на бирже. По-другому там не купишь. Только на бирже. Сделки между отдельными игроками запрещены. Такового законодательства. Вы оплачиваете транспортировку до завода по сжижению, оплачиваете работу СПГ. Вашу собственность, конечная продукция, поступает после того, как она перелита в танки вашего газовоза. Все. На этом работа Соединенных Штатов закончена. Вы заплатили... В порту в Соединенных... Тут нужно подчеркнуть, в порту в Соединенных Штатах. Залили емкость. Все. Это ваша собственность с Соединенными Штатами. Вы расстались. Можете везти купленные вами СПГ куда хотите. Слить в океан, отвезти в Африку, отвезти пингвинам в Антарктиду, в Европу, в Азию, куда хотите. Евросоюз – это единственное место на планете, где ценообразование идет за счет торгов на TTF. Европейские компании, поставляющие СПГ, произведенные в США, не нарушают ни американское, ни европейское законодательство. Это вы, господа евробюрократы, в 2013 году ввели целевую модель европейского газового рынка и реализовали ее. И поэтому, когда какой-нибудь Макрон выступает со словами возмущения, что в Соединенных Штатах цена на газ в 5 раз ниже, и он намерен об этом беседовать с президентом США, ну, прогуляйтесь до биржи TTF, она там не сильно далеко от вас находится, у вас в Европе все близко. Попробуйте там что-нибудь поговорить. Попробуйте с Total договориться, что она внезапно все, что покупает по всей планете, привезет обязательно в Европу, чтобы цены на TTF рухнули. Не зарабатывают американцы на этом. Американцы зарабатывают на том, что производят сжиженный газ. Ни на чем больше. Спекуляция в Европе осуществляется на основании европейского законодательства европейскими компаниями. Они с этого налоги все платят. Претензий к ним нет. Страшное, скажем. Иногда еще и китайскими компаниями. Немножечко везут китайские компании, совсем немножечко корейские компании везут. Что-то довозят японские компании, у которых есть контракты тоже такие же, с американскими производствами. И тут ExxonMobil с Шевроном. Мы проспали. Мы проспали, дорогие друзья. Вот теперь они проснулись, а уже все контракты у Shell, у BP, у Total. И только Урсула фон дер Ляйен говорит, да-да, мы же не стремимся к независимости энергетической. Конечно, не стремятся. BP, Shell, Total зарабатывают. Зачем стремиться к какой-то независимости? Вы о чем? Вот. И, кстати, это к вопросу, когда Трамп или Байден, или как там зовут этих президентов, приезжает и говорит, да-да, мы вам поставим газ. Опять, мы это кто? Мы это кто? Вот как-то так. Тут еще вопросы поступили. Почему бы не подумать об отмене возврата НДС с экспорта сырой нефти? Вроде как у нас НДС, в принципе, с экспортных товаров не платится. Я тут плаваю в этой теме. У нас ведь не платится. Просто нет. Вот, поэтому он возвращается. И акциз не надо будет так часто повышать. Акциз идет конкретно для наполнения дорожных фондов. Там, прям придумали так, что он идет в дорожные фонды. Дороги строятся, ремонтируются, ремонтируются. И переработка сразу станет выгоднее. Нет, так, к сожалению, это не сработает. Особенно после того, как большой налоговый маневр завершили. Надо рассматривать весь пакет налогов, как его гармонизировать так, чтобы и государственный бюджет не обидеть, и все-таки попробовать приостановить рост цен. В Пермском крае сбор за ТКО Твердые коммунальные отходы вырос на 60%. Это как и зачем, что с этим делать? Борис, есть ли ответ? Сходу нет. Я просто напомню, что наше законодательство запрещает организовывать полигоны ТКО за полярным кругом. Пермский край у нас немножечко на севере Урала. Да, там есть города, в которых приходится мусор вывозить километров за 300. К примеру. У нас есть некоторые нефтяные компании, где-то так в районе Иркутской области, которые как раз жаловались на то, что создаются производства. Там же люди живут в районе этих производств. И надо вывозить отходы. И их приходилось вплоть до Новосибирска везти. Из Иркутской области. На мой взгляд, самая показательная история была с Нарьян-Маром. Пока автомобильную дорогу туда не проложили, РЖД мусор принимать отказалась. Что, в общем-то, логично мусор возить. Мусор вывозили вертолетами. Стоимость кубометра была около 70 тысяч. Какие наркотики? Так. Запрещенные и всячески порицаемые. Я поэтому и говорю, да, какие такие. Выгоднее мусор возить вертолетом, потому что законодательство так составили.
Так, не только Федрезерв делать, но и пересаживаться на газ. Ну да, текущая ситуация в очередной раз нам напоминает, что есть альтернативные виды моторных топлив, пропан-бутан, метан, а также можно рассмотреть в качестве добавок к традиционному топливу этан и метанол, о котором Борис Леонидович тут вот упоминал. Действительно, такое есть. И, кстати, если слышите предложение о том, что метанолом пользоваться нельзя, потому что он ядовит, вы автору вот этого аргумента напомните, что бензин с дизелем на вкус тоже так себе. А то забывают. Кстати, на нефтеперерабатывающих заводах производят этиловый спирт и этанол и метанол производят. Но либо этанол, либо метанол, чтобы каждый работник точно знал, какой конкретно спирт производится на их предприятии. И даже не думал. Это... Аргумент нравится. Метанол нельзя заправлять, потому что он ядовитый. Ну, это да. Вот кто это придумал? Нет, если природным газом дышать, там тоже возникнут некоторые проблемы. Или пропан-бутан попробовать выпить. Не, ну вот метанол ядовит, бензин с дизельным топливом, очевидно, нет. Автор аргумента может хряпнуть по этому случаю стаканчик солярки. Из 7 заправок разных брендов нашел только в отдаленном районе 95-й обычный, почти за 80 рублей. И на еще одной заправке, это мы все еще про Крым, нашел 95-й ультра еще по 78. И, в общем, их в канистры не отпускают. Тут, кстати, правильно, в канистры лучше не отпускать, а то люди тоже волнуются. Тут какой момент? Это не то, что потребитель не прав, но в некоторых случаях потребители хватают канистры и на всякий случай бегут. У меня хороший знакомый вернулся из Крыма, путешествовал без семьи, он всем доволен. В Севастополе заправляешься, на пару дней хватает. Возвращаешься в Севастополь, заправляешься. Очень удобно. Материковых хозяев ругали НПЗ. Наверное, не НПЗ, а АЗС. Потому что хозяева НПЗ в Крыму не представлены в виде автозаправочного бизнеса. По поводу метанола. Это НПЗ, АЗС и другое нужно модернизировать. И как наши авто отреагируют? Надо ли? Понимаете, если такая задача будет поставлена, это можно сделать. Например, в Соединенных Штатах и в Бразилии ездят на таком топливе, которое называется И-85. Если по-русски, то Е-85. Это топливо, в котором содержится в качестве присадки этанол. Также можно сделать с метанолом, чисто теоретически. Можно просто на метаноле ездить. Опять же, если будет соответствующее оборудование. Просто и задачи такой не ставится. Не то, что оборудования нет, и, боже мой, что нам делать? Задачи такой не ставится государству. Главное — строить электрозаправки. Кстати, как? Помогают зарядные станции и переход на электромобили? Помогает, кстати, что интересно. Продажи в доле рынка в Крыму электромобилей в 2 раза выше, чем в среднем по стране. Но вряд ли это с этим связано. Но такой момент. У нас, как всегда, падает мировая цена на нефть, так кризис. Хотя все... Понимаете, важно не как она падает в долларах, важно, как она падает в рублях. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.